Всем привет! В этом видео сделаю рульную или штурвал для Quadra VTEC из алюминия с пластиковыми вставками. По большей части для меня это будет своеобразный челлендж, так как такого рода многогранную конструкцию из алюминия я никогда не варил. Да и варил я алюминий в своей жизни не так много. Все размеры я возьму с ранее распечатанной 3D модели. Как вы могли заметить, на руле куча кнопок, большинство из которых я хочу сделать функциональными. Конечно, не факт, что на каждую получится повесить определенное действие, но пусть они будут рабочими, чем это будет просто муляж. Для основания руля будет использоваться авиационный алюминий. Из него я напилю прямоугольные заготовки. Крутить баранку автомобиля так привычно, что даже не задумываешься о том, что у транспорта могут быть иные органы управления, например, рычаги или, скажем, штурвал. Да, звучит странно, но ведь для того, чтобы освоить новую машину, тебе нужно приложить усилия, изучить управление, двигатель, и тогда ты сможешь получить удовольствие от вождения. А еще, если ты можешь летать, ездить и даже плавать на этом транспорте, то такое удовольствие можно помножить на десятки, а то и сотни часов. Да, я говорю о War Thunder. В этот бесплатный онлайн-экшен завезли крутейшую технику. Знакомьтесь, это легендарный бородавочник, он же штурмовик Thunderbolt А10А. А как вам целая ветка израильской наземной бронетехники? Все это и многое другое в обновлении «Ветер перемен». Да, War Thunder постоянно радует свежей техникой и классными ивентами. Например, если захотите устроить ураганный экшен, то бегом на стадион рубиться в танковый футбол. Или вы спарите в небо на мультяшных самолетах, а потом спикируете на песчаные дюны, чтобы на футуристичной технике погоняться за песчаным червем. Также в игре обновили все текстуры, и теперь на любом танке, самолете или корабле можно разглядеть каждый болтик, словно это мы собирали эту технику на нашем канале. Сейчас танки по-настоящему месят грязь, самолеты летят сквозь облака, а корабли рассекают волны. Здесь всегда весело играть, общаться с друзьями, устраивать эпические сражения и проходить весь путь развития боевой техники. Присоединяйтесь и вы, скачивайте War Thunder по ссылке в описании и получите уникальные бонусы, премиальную технику Второй мировой и ресурсы для быстрой прокачки в начале игры. Поспешите, скоро подарки закончатся. Перед тем, как сварить их между собой, замерил углы на макете. Сложность возникла с выставлением углов, так как алюминий гораздо больше ведет при сварке, чем сталь, и углы постоянно гуляли. Остальные детали из алюминия буду делать с помощью бумажных шаблонов. На очереди алюминиевая часть ручек, которую хочу сделать полой для размещения в ней электроники и кнопок. Далее стал придавать им объем, формируя те самые полости. Чтобы дальше продолжить работу, мне понадобится часть макета, а именно нижняя трубка или перекладина, не знаю, как точно она называется. Она будет крепиться к таким алюминиевым пятакам. После них приварил заднюю часть ручек и зачистил все швы. Пока все получается в точности с размерами макета. Продолжил также делать шаблоны из бумаги и выпиливать будущие грани ручек.
После того, как сварил все на прихватке, понял, что мне не удастся повторить текстуру оригинальной ручки на алюминии. И самое главное, доступ к полости будет ограничен, нужно сделать полностью съемные части. Для этого поставил на печать доработанную под мои потребности ручку, она нужна будет только для примерки. А пока она будет печататься, сделаю верхнюю часть ручек из алюминия. Перед примеркой пластиковых ручек нужно удалить ранее приваренную конструкцию, тем самым освободить доступ к полости внутри руля. Понадобится точная подгонка, но после того, как я усилю пластиковую ручку, все-таки это руль и он должен быть крепким. Для этого снова доработал 3D модель ручки и распечатал оболочку для заливки в нее смолы с армированием в виде шпильки. Взял шпильку, так как с помощью нее ручка будет прикручиваться к основанию. Сверху будет из ручки торчать шпилька, а снизу вставлю в ручку гайку, чтобы ее можно было прикрутить болтом. Походу все думал, как же это будет держаться, но все опасения не оправдались, 12-я шпилька надежно держит ручки на своем месте. Вот теперь точно видно, насколько нужно добавить алюминия с каждой стороны. Сейчас можно залить смолу в полость между пластиком и шпилькой. Довольно-таки увесистые получились ручки. После заливки снова прикрутил их к основанию, убедиться в том, что ничего не сместилось и ручки сидят на своем месте. Щели между деталями буду убирать таким образом. К алюминию приварил пластину и по новой вырезал паз под ручку. Точную подгонку произведу с помощью нагревания пластика горелкой и прижимая его к основанию. Получилось все идеально подогнать. То же самое проделал и с обратной стороной, но там это делал гораздо дольше, так как там присутствовали разные грани. Но в целом получилось все очень достойно. На очереди нижняя планка. Так как мой 3D принтер не позволяет мне делать такие длинные детали, распечатал планку из двух частей с запасом для подгонки. Также удалил торцы на деталях и склеил их между собой. Эта деталь тоже будет залита смолой и армирована с помощью алюминиевой полосы. Чтобы эта полоса была похожа на арматуру, сделал на ней насечки.
Немного переборщил со смолой, забыл про шляпки крепежных болтов. Убрал лишнее шарошкой по дереву. Крепиться эта деталь будет к основанию двумя винтами. Для этого просверлил отверстие таким образом, чтобы оно проходило через алюминиевую полосу. Так как известно расположение нижней детали руля, подгоню к ней алюминиевое основание. Можно сказать, руль готов. Можно его ставить и переезжать в другую мастерскую, что в скором времени, кстати, произойдет. Там же и будет, скорее всего, первый выезд. Но не нужно забывать про кнопки, этим сейчас и займусь. Начну с левого блока кнопок. На чиповом станке вырезал рамку под кнопки. Сами кнопки распечатал из пластика. Пока сделал грубо, так как возможно я немного поменяю их форму в будущем. Клавиша имеет широкое основание, что не дает ей выпасть из рамки. Далее вырезал в руле место под рамку. Загнул рамку по форме руля и примерил ее на свое место. Она будет находиться с внутренней стороны корпуса. После того, как рамку загнул по форме руля, кнопки стали немного заедать. Исправил это напильником. Держаться блок кнопок будет на двух винтах. Теперь нужно сделать шарниры для кнопок. Они все будут находиться на одной оси. Взял для этого велосипедную спицу. К клавишам приклеил небольшие кубики и просверлил в них отверстия. Под клавишами будут находиться тактовые кнопки. Их силы вполне достаточно вернуть клавишу в исходное положение после нажатия. Справа будет находиться переменный резистор с ручкой или галетный переключатель. Пока не решил, какую функцию он будет выполнять. Скорее всего, выбор меню или громкость, а может быть корректор чего-либо. Корпус его сделаю, также сверяясь с распечатанной 3D моделью. Для резистора вварил пластинку и просверлил в ней отверстие. Подогнал корпус резистора к ручке и приварил.
Осталось только сточить швы. Гайки ручек закрыл вставками из пластика. Наверное, они тоже должны крутиться, но я даже не могу представить, зачем на руле столько крутилок. Руль практически готов, чтобы примерить его в салон Quadri, только нужно прикрутить к нему фланец от старого руля. Хорошо, что нижняя часть руля скошена, это упрощает посадку в автомобиль. Получился довольно-таки крепкий руль, думаю, управлять автомобилем им будет не так сложно. Далее нужно будет покрасить руль, но перед этим придам ручкам текстуру. Для этого нагретым концом сверла сделаю углубление по всей поверхности ручки. Заново распечатал пластиковую вставку со стенкой 4 мм. И если не получится подключить оригинальный шлейф к рулю, размещу в ней радиопередатчик, и кнопки будут соединены по Bluetooth с блоком реле, а к нему уже можно подключить любую нагрузку. Пластиковые детали зашпаклевал и загрунтовал грунтом по пластику. А вот алюминиевое основание руля буду грунтовать кислотным составом, который на химическом уровне сцепляется с металлом. Ядовитая штука, и лучше пользоваться ей перед вытяжкой. Это не самостоятельное покрытие, и лучше закрыть его акриловым грунтом. После этого затер грунт наждачкой и покрасил черной глянцевой краской. Как вариант, можно покрыть деталь раптором, думаю, тоже будет очень круто смотреться эта текстура. Пока руль сохнет, займусь ручками, их нужно обтянуть материалом. Не стал выбирать из стандартных оплеток эко-кожи, так как в оригинале на ручках есть определенная текстура. Для оплетки взял такую синтетическую ткань с таким рисунком. В будущем еще хочу попробовать эко-кожу под карбон, тоже будет уместна эта текстура. Сделал прорезь с обратной стороны ручки, туда будут заправлены края оплетки. Первую ручку удалось обтянуть аж с 6-го раза, вторую на опыте уже получилось сделать со 2-го. Когда все детали готовы и покрашены, можно собрать руль. В ходе сборки также приклеивал муляжи кнопок, но я также предусмотрел возможность сделать нормальные кнопки, если потребуется. Сейчас хочу примерить его на свое место, но перед этим нужно разблокировать рулевую колонку. В панели просверлил отверстие под ключ. В принципе, та же самая баранка, как и у Теслы, а значит, проблем с управлением не возникнет. Считаю, что челлендж выполнен, хоть и долго, но у меня все получилось.
Блин, руль получился вообще классный. В следующем видео хочу сделать первый выезд, а также Квадро переедет в новый цех, где и будет скорее всего находиться до полного финала. Прошу поддержать видео лайком, репостом и комментарием, теперь это как никогда важно. Всем спасибо, увидимся в новом видео.